Меня зовут Артем Плаксин, мне 21 год. Я живу в Санкт-Петербурге, инвалид по зрению первой группы. Я учился в школе-интернате номер 1 для слепых и слабовидящих детей. И после окончания школы решил не идти в вуз, не получать дополнительное образование, а пошел работать в компанию Everland. В Everland я курирую направление невизуального тестирования сайтов, мобильных приложений на доступность для незрячих людей, для людей с нарушениями моторики и так далее. С Everland я работаю по договору. В России я зарегистрирован как самозанятый, и с каждого выполненного заказа плачу налог на профессиональный доход 6%. Кроме моей предпринимательской деятельности, я также уже 3 года занимаюсь некоммерческими социальными проектами. Главный проект – это целая экосистема проектов, которая называется Тифлохост. Например, один из последних наших проектов – это лаборатория по созданию голосов для отечественного синтезатора речи Rage Voice. Бытовой синтез речи – это не облачный синтез, который знаком сейчас, наверное, каждому, который есть в голосовых ассистентах, в банковских приложениях и так далее. А бытовой синтез позволяет озвучить интерфейс мобильного телефона, компьютера, незрячего человека. При помощи бытового синтеза речи незрячие люди ведут переписку в почте, общаются в интернете, просматривают веб-сайты, оформляют заказы в интернет-магазинах и так далее. И мы создаем голоса для такого синтезатора речи бесплатного с открытым исходным кодом, который можно запустить на мобильном телефоне без подключения к интернету. Вот пример синтеза речи голоса Михаила. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Речевую базу для меня записал ведущий новостей на Авторадио Михаил Соколов. Вообще, Артем у нас один из топ-людей в Everland. Вся система Everland построена по принципу таких предпринимательских юнитов. У нас много разных направлений, мы такие как спрут. Если посмотреть на структуру, на нашу экосистему, то там очень много всего, много разных направлений. И Артем у нас лидирует в направлении цифровой доступности сервисов и услуг. Она очень важна для 2 категорий клиентов, для незрячих клиентов и для клиентов с серьезными нарушениями моторики. Этих людей на стране достаточно много, и они одна из самых уязвимых групп в части получения услуг и сервисов. Мы создаем рынок, связанный с адаптацией сайтов, мобильных приложений для людей с разными видами инвалидности. Невизуальная доступность тесно связана с кодом, и мне всегда еще со школьных времен было интересно, как устроены веб-страницы, как работают ссылки, формы, флажки, кнопки и так далее. Информацию по HTML, по программированию я брал в интернете. Это все находится в свободном доступе. Изучал спецификацию, читал справочники. Адаптация сервисов разных компаний важна для меня в первую очередь, потому что без этой самой адаптации я банально не смогу пользоваться сервисом. А мы все хотим пользоваться банковскими приложениями, заказывать такси, покупать билеты, куда-то ездить и так далее, заказывать доставку продуктов. Банально, если я не смогу добавить товар в корзину, я не смогу купить этот товар. Моя задача и задача моей команды в Everland заключается в том, чтобы находить вот такие вот проблемы у заказчика, давать рекомендации по их исправлению и получать действительно доступный продукт. И мы вместе с ребятами придумали целую систему, которую упаковали, зарегистрировали во всех необходимых органах. Артем придумал курс, по которому незрячие тестировщики обучаются все это делать. Этот курс, соответственно, пропустил через себя людей, то есть Артем обучил людей, и до сих пор на этот курс приходят люди. Дальше после этого мы сделали первые пилоты с компанией Beeline, с другими компаниями, которые стали смотреть и видеть, что мы даем продукт, объясняем их разработчикам, как сделать эту доступность реальной. И там за 3 года это направление от одного кейса выросло в десятки кейсов, и каждый месяц к нам приходят новые большие бренды, которые просят у нас этот инструмент. И таким образом мы даем работу незрячим людям, и все это лидирует Артем. То есть, грубо говоря, на нем стоит задача выполнения
разъяснения, упаковки и так далее. Я руковожу командой из незрячих тестировщиков. Это замечательные ребята, профессионалы в своей области. Помимо того, что они разбираются в тестировании, в невизуальной доступности, классно пишут отчеты и разбираются в IT в каких-то сферах даже лучше меня. Первая, помню, ситуация, вот где он так проявил свою позицию, в плане вот доступности, да, для слепых. Это они петицию создали Сбербанку, чтобы их сайты были... Вот они столкнулись с тем, что они не могут, сайты недоступны. И вот они создали петицию со своим одноклассником. Даже я помню, где-то это освещалось где-то на телевидении. Тогда очень все гордились. Я пользуюсь телефоном при помощи программы экранного доступа, скринридера. На iOS этот скринридер называется VoiceOver. Программа экранного доступа преобразует весь текст, который есть на экране или который я ввожу, в речь. Таким образом, я могу работать практически с любым интерфейсом мобильного приложения. Мне даже не нужно смотреть на экран, он сейчас темный, но я вожу пальцем по экрану, и мне скринридер озвучивает, сколько сейчас времени, какой сегодня день недели и так далее. Помимо работы я увлекаюсь чтением. Читать я люблю очень много, постоянно, практически все свое свободное время я читаю. Знакомые, друзья, близкие иногда не понимают, считают меня книжным маньяком. Я читаю при помощи синтеза речи, голоса для которого мы создаем, в частности, в нашей лаборатории. За 9 лет чтения я прочитал более 6500 книг, рассказов, повестей и так далее. А самые любимые книги я покупаю и ставлю к себе на полку домой в бумажном виде. Наверное, нужно им доверять. Все-таки доверять их внутреннему чутью, ощущению того, что они хотят, чтобы занимались любимым делом. Дай бог, чтобы нашли. Но это, в принципе, это же для каждого человека счастье большое. Для любого, чтобы реализация была в жизни. Еще плюс, если она такая полезная, для многих, слоев людей с ограниченными возможностями, это вообще мега важно. Я очень горжусь.